Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! По-прежнему продолжается энергия такая напряженная между Солнцем и Сатурном. И все мы с вами это на себе ощущаем. А 23 августа 2022 года Солнце перейдет уже из знака Лев в знак Девы. И еще одно важное событие, 27 августа, это уже будет новолуние. Итак, мы находимся в периоде перед новолунием. И более подробно сейчас рассмотрим, что мы можем сделать в саду, на огороде для своего здоровья в период с 20 по 24 августа 2022 года. Как всегда, начнем с агрогороскопа. Именно на этот период с 20 по 24 августа 2022 года. Время киевское. У нас два таких важных периода. И это, напоминаю, время убывающей Луны. Это уже завершающая фаза перед новолунием. Это у нас 4-я фаза. И в знаке Близнецы 20-21 августа никаких, естественно, посевов не делаем. Это время, когда любят очень заниматься Близнецы цветами. С цветами ничего не делаем. И с рассадой тоже. Убывающая Луна, корневая система очень слабенькая. И впереди, так как мы высаживаем рассаду двулетников, многолетников, посаженная рассада в этот период в убывающей Луне на 4-й фазе с очень слабой корневой системой может погибнуть. Пропускаем эти работы. Далее, для цветов и для комнатных цветов, комнатных растений в это время в знаке Близнецы актуальна защита от вредителей и от болезней. Поливы в это время не проводим, подкормки тоже не проводим. Без поливов это опасно для растений. Далее, сад. В саду очень актуальны, наконец-то многие дождались, зеленые операции, а также обрезка садовых растений и сбор урожая. В Близнецах очень быстро ранки засыхают, и растения нормально себя чувствуют, тем более это 4-я фаза. Самое практически лучшее время в 4-й фазе, в знаке хорошем, как раз Близнецы являются таким знаком для того, чтобы заниматься обрезками и зелеными операциями садовых растений. Но, естественно, не забывайте, собираем урожай и перерабатываем. Зеленые операции, да, для всех растений очень хорошо. Сбор урожая прекрасно. Естественно, собираем урожай для хранения, а также для заготовок на длительное время, на зиму. Настойки в это время тоже очень хорошо делать, красивые получаются. Сбор лекарственных трав, конечно же, в это время можно делать. И это 4-я фаза. И очень хорошо в это время именно корешки, то есть корни растений, если вам нужны, выкапываем в это время. Рыбалка в Близнецах, даже убывающая Луна, очень плохо идет. Как говорит наш знакомый, 1-2 какие-нибудь маленькие рыбешки и все. И то это если повезет. Так что в Близнецах не рекомендуется заниматься серьезной рыболовлей. Для комнатных растений, комнатные овощи, многие уже новые посадили для того, чтобы в зимний период получать хороший урожай. Так вот, напоминаю, защита от вредителей болезней – это очень актуально. Ну а теперь, это было, кстати, суббота-воскресенье. Видите, у нас в основном будут заготовки, сбор урожая, настойки и закладка на хранение. Далее у нас период понедельник-вторник. Как хорошо все продумано. Единственное, что с посевами не сильно. А вот в знаке Рак – это понедельник, вторник и почти что практически весь день среда 22, 23, 24 августа. Здесь что мы можем посеять? Вот еще что можно посеять в 4-й фазе. Это редис и дайкон. Но вот 24 завершите до 11 часов утра. Нужно завершить посевы. С рассадой, с любой рассадой можно работать. Меня спрашивали тепличники, высаживают рассаду уже готовую в теплице. Да, вот очень хорошо. 22, 23 и 24 постарайтесь до 11 часов завершить эту посадку. Для цветов актуально и комнатные, кстати, цветы, растения. Можно высаживать рассаду для цветов
снова же это вот как раз нельзя было. А вот здесь для цветочных растений двулетники и многолетники очень хороший период. Ну а для комнатных растений можете сделать перевалку, пересадку, но не делите здесь корни. Вот у меня всегда вопросы, вот мы хотим поделить и рассадить. Не делите. В раке очень плохо завершается болезни и плохо развивается. Да, казалось бы, хорошее время для перевалки, для посадки, только не нарушаем корневую систему. И плюс, самое главное, нельзя делить в это время корневища. Это очень опасно. Вот не любит рак эту работу. И это, кстати, нужно будет сделать, и посадку рассады, и поливы, подкормочки. Все нужно сделать до 11 часов. Для комнатных цветов можно поливы еще до 12 часов, но нужно уже завершить. Поливы очень хорошо в знаке рак, стихия воды. Вся водичка эффективно как раз принимается каждой клеточкой растений. А вот 24, пожалуйста, до 12 часов. Хотя следующий знак огненный, но в это время растения во льве уже не будут воспринимать с 16 часов, но вот до 12 нужно. Почему до 12? Нужно, чтобы эта водичка усвоилась корнями и растением. Подкормочки. Очень хорошо проводить подкормки и 22, и 23, и под корень. Это даже лучше, потому что это дни корня. Ну и по листьям, если есть органика у вас хорошая, органические жидкие удобрения, новые, современные, можно использовать в вечернее время. Снова же, когда жара спадет, там, где сильно жарко. А вот уже 24-го подкормки не проводим, потому что здесь время уже вечернее подкормок, а вечером у нас уже знак льва. Это опасно для растений. В саду 22, 23 и 24 поливы, подкормки очень популярны. Вот смотрите, мы зеленые операции у нас были, обрезка. Это у нас все в раке, в стихии воды мы это не проводим. Это у нас уже работа исключена. Зеленые операции не проводим. Ну, а поливы в саду до 12 часов желательно завершить. Но вот зеленые операции после 17 часов, уже 24-го, если есть желание, можете после 17 часов сделать такую важную работу. Ну и по урожаю в знаке рак 22, 23 и 24 не собираем для длительного хранения и для заготовок, потому что они быстро будут портиться, наши плоды, ягоды и зеленушка. Настойки в это время некачественные получаются. Лекарственные травы в это время не советуем собирать. Те же корни копать, потому что в это время очень плохо хранятся, плохо сушатся. И качество, эффективность от этих корней будет низкая. Ну вот, наконец-то, для рыбаков отличное время. 22, 23 и 24, так как на рыбалку в основном выходят рано утром, то вот эти 3 дня в знаке рак очень хорошо ловится рыба и раки. Так нам сказал наш знакомый. Так что, пожалуйста, можете воспользоваться этой информацией и проверить, действительно ли это так, и напишите нам. Чаще нам пишут, когда хорошо ловится, но если не словили, то почему, можете даже рассказать. Кстати, идите на рыбалку с хорошим настроением. Любое дело, это всегда должно быть позитивное, хорошее настроение. Тогда и все позитивное к вам притягивается. Для комнатных овощей 22, 23, 24 актуальны поливы и подкормочки. И вот поливы у нас 24 до 12 часов дня нужно завершить. Теперь рассмотрим еще одну важную рубрику «Луна для дома и для здоровья» с 20 по 24 августа. Время, напоминаю, киевское. Итак, нас попросили, чтобы мы вот эту рубрику выставляли первой, и это очень правильное замечание, подсказка. Действительно, от энергии дня зависит и ход событий дня. Поэтому давайте рассмотрим вот эти энергии на период с 20, так чтобы видно было, по 24 августа. Итак, смотрите, у нас энергии этой недели очень разнообразны и по-прежнему напряжены. Напомню, что у нас продолжается очень сильное напряжение, хотя пик уже позади, напряжение, оппозиция между Солнцем и Сатурном. И все уже хорошо на себе прочувствовали эту оппозицию. И по погоде это все видно. Далее у нас весь этот период еще будет наблюдаться
вот эти энергии Тау квадрата, Марс, Уран, узел. Поэтому Марс и Уран будут нас продолжать этот период, заставлять двигаться, действовать, что-то предпринимать, события непредсказуемые, но нужно все равно в это время держать свой разум светлым. Почему? Потому что у нас еще вот очень интересные события происходят. Смотрите, 20-го Марс делает ингрессию, то есть переход из знака Телец в знак Близнецы. Сейчас я вам об этом чуть-чуть больше скажу, потому что, смотрите, 21-го еще оппозиция Нептун-Меркурий. Не верьте своим глазам, вот это называется. Если вот эти 2 дня проанализировать для покупок, для каких-то дел, если вы во что-то влезете в это время или что-то купите, будете потом очень долго жалеть, локти кусать, поэтому будьте внимательны. Это несмотря на то, что это уже 4-я фаза, убывающая Луна. Никто ничего хорошего не получает в результате больших покупок или же каких-то дел, начала дел. Но будьте внимательны. Особенно вот эти дни еще энергии будут и сюда накладываться на 22-е. В это время просто вранье будет зашкаливать. И, кстати, продукты в это время покупаем только те, что вот нужны, питание, но и тоже их немного покупайте, потому что когда придете домой, вы вдруг увидите совсем другую картину. В этих продуктах жучки какие-то и некачественный продукт, хотя там видели совсем другой продукт, поэтому будьте внимательны. Эти дни, даже любые покупки большие, в плане небольшие продукты, потому что кто-то закупает продукты впрок, не покупайте в это время, хотя это суббота-воскресенье, потому что потом будете жалеть. Видите, я даже написала покупки, восклицательный знак, очень внимательно будьте в это время. Ну и далее смотрим, у нас 21-го мы тоже оппозиция, информационные какие-то войны, то, что будут сообщать, неважно в каком это издании, старайтесь не верить тому, что проверять, а лучше вообще пропустить информацию, потому что будут обманы. 23-го, кстати, очень важный тоже день. 23-го Солнце уже переходит из знака Лев в знак Девы, 1 градус. Уже очень интересное время, уже это жара, это давление, высокие температуры и высокое напряжение немножечко уже будет спадать, потому что Солнце в Деве – это время практичности, это надо уметь организовывать все процессы свои, в том числе, кстати, время для организации процессов в будущем, для садоводов-огородников. Записывайте, делайте анализы, потому что сейчас нужно готовиться уже к следующему сезону. Вот это время как раз начинается в Деве, и дальше будет у нас месяц вот этой энергии, и мы должны использовать для этого времени, именно это время для того, чтобы в следующем году уже все спланировать, заготовить определенные ресурсы, материалы для следующего года. И в это время очень хорошо учиться. Учиться четкости, рациональности и приводить в порядок все свои дела. Вот это у нас такой период начинается. Солнце будет этому нас учить. Ну и продолжаются вот эти энергии, оппозиции, движение, и в то же время у нас Солнце и Сатурн то охлаждает, то жара. И, в общем, вот такая вот у нас очень интересная энергия. И эти энергии, конечно же, всего вот этого периода, который мы рассматриваем, они нам говорят, не начинайте никакие дела, это потом будете переделывать и будете только жалеть об этом времени. Ну и покупки тоже самое крупные, ну и даже какие-то продукты питания, что-то мелкое, не покупайте много. Берите ровно столько, сколько вам нужно в ближайшее время. Ну а теперь пойдем уже согласно этим энергиям, будем двигаться 20-21 плюс у нас наслаивается энергия близнецов, энергия стихии воздуха. Так что, смотрите, будет очень такое интересное, быстрое распространение лживой информации, не имеет значения в какой это стране, будьте внимательны.
Для печки это нормальное время, но когда вы захотите, если первый раз будете протапливать, во многих регионах уже холодных, начинаются холодные периоды, будьте внимательны. Близнецы, казалось бы, хорошие, но если вы первый раз протапливаете печку, то подождите до 25 августа. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске. Для стрижки волос и стрижки ногтей прекрасное время, особенно для тех, кто не любит часто ходить к парикмахеру, если быстро растут волосы. Вот это можно использовать этот период. Покраска волос возможно. Мыть волосы очень хорошо. Уход за кожей, когда клеточки заняты дыханием, эффекта не дает. А вот очистка кожи у нас продолжается вот с периода после полнолуния и до новолуния. Это все очень хорошо делать. Рукоделие не приветствуется. Для теста плюс жидкость нужно добавлять чуть-чуть больше, чем по рецепту. Стирка качественная не получится, сколько раз уже проверяла. Но если не грязное белье, так для освежения, то можно постирать. Уборка текущая, ремонт можно проводить. И проветривать можно вещи в случае, если нет никаких циклонов. А бывает в это время как раз стихия воздуха, переносит иногда циклоны. Так что следите за прогнозами синоптиков и наблюдайте за погодой. Идем дальше. Очень хороший период, очень интересный период. Давайте вот эти 2 дня сейчас рассмотрим в знаке Рак, 22-23. А 23-24 у нас будут другие у нас установки. Давайте мы сначала 22-23. Стричь волосы нельзя, стричь ногти тоже. Я вот от этой стрижки пострадала с ногтями очень долго, восстанавливаешь рост волос. Так что волос и, кстати, и ногти то же самое. Расслаиваются и плохо растут, так что не стригите 22-23. И покраска волос то же самое. В это время бесполезно красить, мыть волосы будут перхоть, и очень быстро жирнеют волосы. Уход за кожей. Вот наконец-то пришло время, когда можно вот эти питательные маски со свежих фруктов, овощей, вот это все прекрасно будут приняты кожей. И каждая клеточка только поблагодарит вас за заботу. Очистка кожи продолжается. Рукоделия в знаке Рак нет. Тесто минус жидкость, потому что это стихия воды. Стирка, вот эта генеральная стирка прекрасна. Хотя это понедельник, вторник, но стирается очень хорошо. Уборка тоже прекрасно проходит. А вот ремонт и проветривание вещей в это время не принесет вам хорошего результата и плохое настроение. Так что лучше перенесете на более поздний период. И мы уже в следующем агрогороскопе об этом будем говорить. Возвращаемся к 24-му. Это среда. Это время перехода Луны из знака Рак в Лев. 16 часов 10 минут. Поэтому тут у нас такое расслоение немножечко получается. Конечно же, энергии рака будут воздействовать весь день, поэтому волосы не стрижем, ногти тоже не стрижем. И красить волосы тоже нежелательно в это время, нежелательно и нельзя в это время, потому что и в раке нельзя, и далее знак стихии огня, поэтому не красим волосы. А вот мыть волосы после 17 часов очень хорошо. Уход за кожей, энергии рака очень хорошо будут работать до 12 часов дня. Затем уже будут наслаиваться энергии стихии огня. Очистка кожи продолжаем. Рукоделие только с 16 часов. Очень хороший период во Льве. Творческие дела пойдут на ура. Тесто по-прежнему с утра будет минус жидкость, а потом нормальное, потому что будут сочетание двух энергий, а уже далее там будет наоборот, у нас нужно будет добавлять жидкость. Но это мы снова же позже рассмотрим. Стирка в это время обычно стирают днем, тоже хорошо все будет, текущая уборка тоже хорошо. А вот с ремонтом и проветриванием вещей в этот день лучше не проводить никаких работ. Только вот если проветрить вещь, которая уже после обеда, которая вымокла, замокла, что-то там случилось с ней, тогда да. А уже капитально все это сделайте на следующий день, 25 августа. Луна для здоровья.
Итак, рассмотрим 20 и 21 августа 2022 года, когда Луна будет находиться в знаке Близнецы, а в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. В период с 20 по 21 августа включительно, когда Луна будет находиться в Близнецах, будут наблюдаться такие обострения заболеваний ОРВИ, астма, ларингиты, плевриты, пневмонии, заболевания щитовидной и вилочковой желез. А теперь о операциях. Нельзя проводить операции в это время на грудной клетке, на любых дыхательных путях, на легких, бронхах, на трахее и на языке. 22, 23, а также 24 практически весь день это будут энергии стихии воды, энергии знака Рак. А в это время уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. По-прежнему еще возможны обострения различных простудных заболеваний, а также заболевания щитовидной, вилочковой желез, а также проявляет себя в это время ревматизм. При Луне в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Но зато в это время можно заниматься лечением. Лечением можно лечить зубы, а также суставы, лечить артриты, артрозы, радикулиты, желчный пузырь и межпозвонковые грыжи. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Надеемся, он был полезным для вас, и вы сможете спланировать грамотно заранее все свои дела и сберечь свое здоровье. Мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, желаю вам здравия. Здравия вам и вашим родным и близким, а также удачи и успехов во всех ваших делах, независимо от того, какие энергии вокруг мчатся к земле. Пусть у вас все будет хорошо. Мира всем и добра. На этом мы прощаемся с вами. И прощаемся всего-навсего до следующего видео. Пока-пока.